GoPro Hero 7 Black в 2024 году. Совсем это дрова или еще более-менее годная камера? Давайте я попробую показать на примере своих съемок, как ее можно использовать и какое качество картинки с нее можно получить, естественно, при выполнении ряда условий. Прежде всего, я использую GoPro 7 в путешествиях для подсъемки дороги. И да, эта камера не может справиться с всеми задачами travel-блога, но часть она вполне способна закрыть. Эта часть видео сделана с небольшой коррекцией изображения, с наилучшими параметрами, которые мне удалось подобрать. В конце ролика я обязательно о них расскажу. А так выглядит то же самое видео, только без коррекции. Как вы можете заметить, оно менее контрастное и менее цветное. Даже на достаточно больших телевизионных экранах видео с этой камеры в наши дни выглядит достаточно хорошо, не говоря уже о смартфонах. А сейчас давайте разберем пример, как все сделать максимально неправильно и какие есть варианты, чтобы этого избежать, и в части места установки, и в плане настроек камеры. В данном случае я полностью испортил съемку из поездки на Памир на GoPro. Возможно, на экранах некоторых смартфонов все более-менее нормально, но для компьютеров и телевизоров такой материал совершенно не годится. Первая ошибка – съемка в путешествиях дороги из салона через стекла. Никогда не рекомендую так делать. Лучше установить камеру на присоску извне, закрепленную на чистое стекло, и дополнительно привязать к ней тонкий страховочный трос. Проблема съемки из салона – это блики, и смотрятся они максимально отвлекающе. Во-вторых, на автомобилях с термальным остеклением обычно происходит искажение цветов из-за сине-зеленых оттенков стекол, и это невозможно исправить. И в-третьих, если на машине лобовое стекло с нитевым подогревом, полоски будут неизменно портить все видео. А теперь о настройках. В этом примере видео снято в 1080 линий по вертикали, то есть Full HD, и картинка выглядит очень мутной. На мой взгляд, на GoPro 7 необходимо снимать исключительно в 4К, чтобы добиться хорошей детализации. Также я считаю, что оптимальный угол обзора или Field of View должен быть установлен в значение Wide. Это обеспечит оптимальное качество и цифровую стабилизацию изображения. Еще один крайне важный параметр – это резкость или Sharpness. На этом видео он установлен в максимальное значение и катастрофически все испортил, делая изображение похожим на комиксы. Оптимальным значением, на мой взгляд, является Medium. Что касается цвета, есть два варианта: Flat, он же плоский, или же GoPro. Для того, чтобы получить максимально пластичную картинку, рекомендую выбирать Flat, чтобы избежать потерь в черных и белых областях. Полный список параметров и их результат сейчас перед вами. Если эта информация оказалась для вас полезной, ставьте лайк, тогда у меня будет больше мотивации в создании подобных видео. Задавайте вопросы в комментариях, делитесь этим роликом с друзьями и жмите на кнопку подписки и колокольчик. Впереди еще много всего интересного. Также в описании этого видео есть ссылка на мой канал о путешествиях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.